Девочка, увидев новорожденного ребенка, которого баюкала их мать, твердо заявила, что ребенок не ее брат. Первоначально родители отнеслись к этому как к простой ревности, однако после ряда странных инцидентов они решили провести анализ ДНК, чтобы подтвердить, действительно ли ребенок был ее родным братом. К удивлению, тест показал неожиданный результат. Наталья и Пьер были образцовой парой, вызывающей зависть у окружающих. Их свадебная церемония была похожа на сцену из романа и проходила под безмятежным голубым небом в окружении близких родственников и друзей в пригороде Парижа. Они были воплощением идеальной гармонии, сочетая в себе любовь и взаимность. В то время как будни были посвящены их карьере, выходные были любимым временем, проведенным с друзьями и занятием досугом, демонстрируя сбалансированную жизнь. Все в их жизни, казалось, складывалось идеально, и они решили рискнуть стать родителями. Уверенная в поддержке Пьера, Натали намеревалась на некоторое время оставить свою работу, чтобы заняться домом и воспитанием будущего ребенка. Даже несмотря на предстоящие перемены и новые обязанности, их жизнь по-прежнему была полна очарования. Натали позаботилась о том, чтобы их дом был уютным, наполненным ароматом домашней выпечки и безупречной чистотой. Вскоре родилась Луиза, их первая дочь. Луиза быстро стала центром их мира. Даже в младенчестве она была исключительно ласковой и плакала редко, в основном по ночам. Когда Луиза подросла, она стала проявлять незаурядный интеллект, приводя своих родителей в восхищение. Когда возраст Луизы приблизился к школьному, супруги решили отдать ее в престижную школу. В частной школе, известной своим вниманием к воспитанию одаренных детей, Пьер с особой гордостью относился к интеллекту своей дочери. «Давай не будем торопить события, она еще очень мала», — говорила Натали, взвешенно оценивая нетерпение своего мужа. Способности Луизы к учебе ярко проявлялись, и, несмотря на это, семья с радостью восприняла новость о второй беременности Натали. Луиза, которой было всего 5 лет, была взволнована и часто нежно гладила живот своей матери, желая поприветствовать своего будущего брата или сестру. Заботливость и покровительственный инстинкт Луизы были очевидны, и Натали дорожила этими моментами. Во время родов Натали пребывала в одиночестве, так как Пьер из-за непредвиденных обстоятельств задержался. Он попросил свою мать Марин присмотреть за Луизой. На этот раз роды Натали прошли по-другому. Их сын Джулиан родился в результате более сложного процесса, чем когда рождалась Луиза. Натали готовилась к естественным родам, но после нескольких часов напряженных схваток, совершенно измученная, по-прежнему не могла родить. Осознав серьезность ситуации, врач немедленно провел обследование и решил, что продолжать естественные роды было бы слишком рискованно, но Натали настояла на своем. Еще через 30 минут стало очевидно, что у нее не хватит сил. Ситуация стала критической, когда акушер заметил, что положение ребенка делает естественные роды невозможными. Было принято решение о проведении экстренного кесарево сечения. Пьер, приехавший в этот момент, был полон беспокойства. Он согласился с решением провести кесарево сечение, чтобы облегчить страдания Натали. Также Пьер был непреклонен в том, чтобы оставаться рядом с Натали, держа ее за руку, пока хирурги готовились к процедуре. Во время операции его охватила фобия, и он потерял сознание прямо в операционной. Все прошло успешно. Состояние матери и новорожденного красивого мальчика по имени Джулиан было стабильным. Когда Пьер пришел в себя, он оказался рядом с Натальей. Она все еще находилась под действием наркоза, и, переполненный облегчением и восхищением, Пьер наблюдал за ней, благодарный за благополучие своей жены и новорожденного сына. Грудное вскармливание стало глубоко трогательным моментом для обоих родителей. Мы сотворили еще одно маленькое чудо. «Любовь моя», Пьер нежно прошептала Натали, целуя ее в лоб
переполненная радостью и предвкушением. Натали с нетерпением ждала встречи Луизы с братом. Она будет самой замечательной старшей сестрой. Глазами, полными любви, Натали смотрела на Джулиана, когда наступил день, чтобы покинуть больницу. В воздухе витало волнение. Луиза уже сидела в машине. Она беспокойно ждала встречи со своим братом. С ней была бабушка Марин. Как только машина остановилась и открылась задняя дверь, Луиза бросилась приветствовать свою мать и впервые увидела Джулиана. Марин шагнула вперед, чтобы помочь Натали, которая держала Джулиана на руках, выйти из машины. Однако то, что произошло дальше, удивило всех. Вся семья собралась вместе при исполненной предвкушении. Пьер подбодрил Луизу. «Это твой брат Джулиан. Подойди, поздоровайся». Пока Наталья осторожно готовилась представить Луизу своему новому брату, выражение лица Луизы омрачилось, и она решительно покачала головой. «Он мне не брат». Это повергло всех в шок, и воцарившееся молчание было наполнено замешательством, поскольку все присутствующие пытались понять, серьезно Луиза говорит или шутит. Первой нарушила молчание Марин, бабушка, которая призвала Луизу объясниться. Но девочка хранила молчание, и Пьер мягко посоветовал ей еще раз взглянуть на Джулиана. Луиза неохотно снова подошла к брату, на ее лице читалось сомнение и любопытство. Ее острое замечание о светлых волосах и голубых глазах Джулиана, которые контрастировали с темными волосами и глазами членов семьи, подчеркнуло ее наблюдательность и растерянность, несмотря на юный возраст. Вопрос Луизы содержал в себе потребность в рациональном объяснении. Натали попыталась развеять ее опасения, упомянув, что черты характера новорожденных часто меняются со временем. Однако Луиза все еще не убеждена этим объяснением, покачала головой и побежала к дому. Натали и Пьер отменялись обеспокоенными взглядами, сбитые с толку неожиданной реакции дочери. Они задались вопросом, что стало причиной поведения Луизы: ревность или страх потерять внимание. Во время их обсуждения Марин, бабушка Луизы, поделилась своими соображениями, предположив, что им не следует слишком беспокоиться, поскольку реакция Луизы может быть типичной для детей, которым внезапно приходится делить внимание своих родителей с новым братом или сестрой. Она порекомендовала им активно привлекать Луизу к уходу за Джулианном и заверить ее своей неизменной любви. Она предположила, что, вовлекая ее в процессы, показывая, что она является важной частью этой новой ситуации, они заметят перемены. Несмотря на попытки Натали и Пьера воплотить в жизнь рекомендации Марин, последующие недели не привели к каким-либо положительным изменениям. Луиза продолжала держаться на расстоянии от Джулиана, время от времени повторяя свое тревожащее заявление о том, что он не ее брат. Натали попыталась исправить ситуацию, полагая, что участие в ежедневном уходе за Джулианом может изменить ее чувства. Она просила Луизу помочь искупать малыша, надеясь, что это поможет ей чувствовать себя более важной. Однако, даже когда Луиза принимала участие, ее эмоциональное отстранение сохранялось. Она была молчаливой и лишенной привязанности, не проявляла особого интереса к общению с Джулианом, который, становясь все более смышленным, пытался привлечь внимание своей сестры. Для Натали и Пьера эта ситуация была глубоко болезненной. Разрыв между детьми казался слишком большим, чтобы его можно было преодолеть, и это значительно отличалось от сплоченной семейной жизни, которую они надеялись создать. Ошеломленный возникшей проблемой, Пьер убедил Натали обратиться за советом к детскому психологу, подозревая, что поведение Луизы может быть вызвано более глубокими причинами, требующими экспертной оценки. Натали с некоторыми оговорками согласилась, и они договорились о консультации с доктором Морганом Уайтом, экспертом в области детской психологии. Несмотря на несколько сеансов, Луиза твердо настаивала на том, что Джулиан не является ее братом,
при этом не могла объяснить причину такого мнения. Доктор Морган предложил новое решение провести ДНК-тест, чтобы окончательно установить биологическую связь между братом и сестрой. Доктор был уверен, что конкретные научные данные смогут развеять сомнения Луизы. Натали поначалу сочла это предложение чрезмерно, опасаясь, что оно может вызвать сомнения в отсутствии Джулиана. Однако Пьер воспринял его как прямой шаг, чтобы наладить напряженные отношения в семье. В итоге они провели ДНК-тест, ожидая результата с особым волнением. К тому времени Джулиан еще не начал ходить, но уже сидел прямо и демонстрировал первые признаки ползания. Его смех наполнял их дом счастьем, присущим только младенцам. Его привязанность распространялась не только на родителей. Он был связан особыми узами со своей бабушкой Марин. С готовностью тянулся к ней, чтобы обнять. А его любопытные яркие глаза радовали Натали и Пьера каждый день, напоминая им о любви и свете, которую он принес в их жизнь. И счастье было омрачено только беспокойством, вызванным нежеланием Луизы общаться с Джулианом. Ситуация была поразительной, учитывая, что Луиза была вполне дружелюбна с чужими детьми. Наконец, в пятницу утром атмосфера в доме Натали и Пьера разительно изменилась. Пьер получил результаты ДНК-теста, который сначала посмотрел в интернете и был поражен, не веря своим глазам. Его реакция привлекла внимание Натали, которая подошла к нему с Джулианом на руках. Они оба были озадачены и несколько раз перечитывали, пытаясь понять смысл увиденного. В документе четко указывалось, что ДНК Джулиана не совпадала ни с одним из его родителей. Обезумевший Пьер срочно обратился к врачу-лаборанту за дальнейшими разъяснениями, но им подтвердили результаты, что Джулиан биологически не связан с ними обоими. Когда Натали переваривала это, ее охватили страдания. В ее криках смешались растерянность, отчаяние и печаль. Как такое могло случиться? В попытке найти объяснение, Пьер предложил провести повторный тест на случай возможной ошибки. Натали неохотно согласилась. Момент ясности пробился сквозь ее замешательство, когда она спросила Пьера о точном моменте, когда Джулиана передали ей после родов. Пьер признался, что не видел этого момента из-за того, что потерял сознание. Когда он пришел в себя, Джулиан уже был представлен ему как сын. Этот разговор заставил Натали и Пьера осознать, что, возможно, в больнице произошла ошибка. Мысль о том, что их ребенка могли подменить, преследовала их последующие дни, омрачая их связь с Джулианом, которого они любили и растили с самого рождения. Несмотря на результаты анализа ДНК, свидетельствующие о том, что Джулиан не является их биологическим сыном, они оказались раздираемыми между своей привязанностью к нему и открывшейся правдой. Тест поставил их перед дилеммой. Должны ли они докопаться до истины, что потенциально может испортить жизнь их любимому сыну? Или проигнорировать результаты анализа ДНК и продолжать считать Джулиана своим ребенком? Результаты анализа ДНК и мучительный вопрос об истинном происхождении Джулианы затронули даже Марину, которая испытала настоящий шок. Решительный в своих поисках правды, Наталья и Пьер обратили за помощью к администрации родильного отделения больницы, потребовав провести тщательное расследование. После 10-дневного разбирательства они обнаружили путаницу, связанную с молодой парой, которая могла быть биологическими родителями Джулиана. Эта пара, которая недавно переехала из-за стихийного бедствия и жила у родственников, испытывала финансовые трудности. Потенциальный ребенок Натали Пьера родился с осложнениями со здоровьем, требовавшим немедленно медицинской помощи и больших материальных затрат. Когда персонал больницы сообщил той семье о серьезной ошибке, это вызвало бурю эмоций, ведь они столкнулись с суровой реальностью воспитания ребенка, который биологически им не принадлежал. Эта ошибка неразрывно связывала две семьи,
поставив их в тяжелую ситуацию. Молодая пара оказалась в сложном лабиринте чувств и решений, касающихся их будущего. Узнав правду, они были поражены смесью неверия и горя. Они считали мальчика своим, и мысль о расставании оказалась немыслимой. Натали и Пьер также переживали из-за осознания того, что биологический Джулиан им не принадлежит. Руководствуясь чувством справедливости, обе семьи согласились обменяться детьми, которых они полюбили как своих собственных. Это решение стало глубоко болезненной главой в их жизни, вынудившей их расстаться с малышами, которых они любили с самого рождения. Во время беседы родителей захлестнул поток эмоций, когда они обняли своих биологических детей, одновременно испытывая отчуждение и зарождающуюся любовь к детям, которые были генетически связаны с ними, но были им незнакомы. Переходный период был трудным, поскольку каждая семья приспосабливалась к горько-сладкой реальности расставания с одним и принятием другого ребенка. Для семей началась новая глава, несмотря на то, что одна из самых трогательных страниц подошла к концу. По дороге домой Пьер вел машину в задумчивом молчании, в то время как Натали нежно прижимала к себе своего биологического сына, размышляя о том, сколько времени потребуется этому ребенку, чтобы признать не свою мать, а Натали, чтобы ослабить глубокую материнскую связь, которую она испытывала к Джулиану. Пьера преследовали воспоминания о том, как Луиза интуитивно поняла, что Джулиан не был ее братом, и это так и осталось загадкой. Когда Натали и Пьер вошли в гостиную с ребенком, интерес Луизы был очевиден. Натали, баюкая младенца, опустилась на колени, чтобы Луиза могла рассмотреть его поближе. Малыш протянул руку, и лицо Луизы озарилось теплой, знакомой улыбкой. «Это мой брат. Можно мне подержать его?» — спросила она, и в ее голосе прозвучала вновь обретенная уверенность. Этот момент ознаменовал начало исцеления Надежды, поскольку семья стала свидетелем зарождающейся связи между Луизой и маленьким мальчиком. Малыш быстро адаптировался к своему новому дому, и вскоре Натали и Пьер почувствовали к нему глубокую любовь, что сопровождалось радостным общением Луизы и ее брата. Луиза стала значимой фигурой для него, разделяя с ним моменты смеха и открытий. В конце концов, мальчику была проведена успешная операция, направленная на восстановление его медицинских проблем. По мере того, как отношения брата и сестры становились все более тесными, это еще больше укрепило семейные узы. По мере взросления внука Марин часто размышляет об этом событии, предполагая, что врожденное чутье Луизы сыграло важную роль в распутывании больничной неразберихи и привело обе семьи к развязке истины. Детские инстинкты иногда могут быть удивительно проницательными.